Всем привет! После достаточно продолжительной паузы, связанной с большой занятостью в других проектах, мы возобновляем цикл лабораторных работ по извлечению драгоценных и не очень металлов. И в нашем случае это будут металлы платиновой группы из вот такого интересного материала, представляющего из себя солянку из КМ-конденсаторов основной и не основной групп, а также окукленных и не очень. Материал с стартовым весом 1017 граммов содержит в себе палладий, в меньшей степени платину, а также серебро. И эти три драгоценных металла в рамках сегодняшней лабораторной работы мы постараемся извлечь. По плану переработки. На первом этапе в муфельной печи произведем обжиг материала для удаления с него лакокрасочного покрытия, а также превращения оловянного припоя в его оксид, чтобы в дальнейшем при растворении материала он нам не помешал выпадением металловяной кислоты. На втором этапе произведем измельчение материала до мелкодисперсного состояния при помощи китайской кофемолки. На третьем этапе произведем травление материала в азотной кислоте для перевода в раствор основной части палладия, а также серебра. На четвертом этапе, после отделения от раствора остатков материала, произведем его повторное травление, на этот раз уже в царской водке, для перевода в раствор остатков палладия, а также платины. Ну и на последующих этапах, после получения чистых растворов, займемся магией восстановления из них металлов до металлического состояния. Серебра через его хлорид, палладия через дихлордиамин палладия или палладозамин и платины через хлорплатинат аммония. Ну и на последнем этапе результаты переработки при их наличии попытаемся взвесить и сплавить. План накидали? Приступаем! Спустя приблизительно 1,5 часа материал обожжен, перемолот и перемещен в стакан объемом 5000 мл. И теперь самое время перевести в раствор первые два металла, с которыми мы будем работать. Это палладий и серебро. Специально использую посуду с широким дном для лучшего доступа кислот к материалу. Материал предварительно смочен дистиллированной водой. Переводить металлы в раствор будем при помощи азотной кислоты. Приливаем ее небольшое количество к материалу. Накрываем крышкой и ждем старта реакции. Спустя приблизительно 40 минут перевод в раствор серебра и палладия при помощи азотной кислоты закончен. И в нашей лабораторной работе объявляется первая из 4 предполагаемых рекламных пауз на фильтрацию раствора.
После фильтрации раствора, содержащего в себе нитраты серебра и палладия, имеем следующую диспозицию. Собственно, сам профильтрованный раствор, а также освобожденный от основной массы палладия и серебра материал. Некоторые, возможно, задаются вопросом, по какой причине не было произведено растворение всех содержащихся в этом материале полезных металлов, таких как серебро, платина и палладий, сразу же в царской водке. Первое из них заключается в том, что невозможно из такого мелкодисперсного материала за одно растворение извлечь все полезные металлы. И второе растворение неизбежно. Таким образом, после первого растворения в нашем материале по серебру и палладию остались хвосты в районе 10-15%. Вторая заключается в том, что при растворении материала напрямую в царской водке серебро, находящееся в нем, образовало бы хлорид, который при фильтрации остался бы вместе с материалом, а не в растворе. И отделение хлорида серебра от материала было бы отдельной нетривиальной задачей. Ну и третья, на мой взгляд, самая важная причина заключается в следующем. При растворении из этого материала при помощи царской водки, платины и палладия на выходе мы бы имели смесь хлорводородных кислот этих двух металлов. И в дальнейшем при отделении платины от палладия при помощи хлористого аммония мы бы имели два геморроя. Один из них — это механический захват раствора хлорводородной кислоты палладия осадком хлорплатината аммония. Ну а второй — такое явление, как окклюзия, являющееся захватом противоионов палладия из раствора быстрорастущими кристаллами хлорплатината аммония. Также не лишним будет заметить, что окклюдирование не удаляется никакими промывками, а только путем перерастворения кристаллов хлорплатината аммония. Подводя же черту под всей вышесказанной технической нудятиной, мы сделали следующее. Первым растворением из материала при помощи азотной кислоты мы извлекли порядка 85-90% палладия и серебра, таким образом уменьшив концентрацию этих металлов для последующего перерастворения. При последующем же перерастворении при помощи царской водки мы извлечем остатки палладия из этого материала, а также извлечем платину. И платину в дальнейшем мы не сильно загрязним остатками палладия при ее извлечении при помощи хлористого аммония. Так как концентрация палладия в растворе будет достаточно низкой, и такие явления, как механический захват и окклюзия, будут минимизированы. Ну и давайте, наконец, перейдем к разделению первых двух металлов. Напомню, что в этом стакане у нас находятся нитраты серебра и палладия, и попробуем из этих растворов отделить серебро в виде хлорида серебра. Для этого прильем к этому раствору небольшое количество соляной кислоты для образования хлорида серебра. Can you hear what I hear? We just opened the door. Can we be what we were? The way we were before. После выделения хлорида серебра из раствора он отправляется на фильтрацию. А мы тем временем займемся переводом в раствор платины, находящейся в этом материале, а также остатков палладия. Для этого приготовим царскую водку, немного не по стандартному рецепту, а в соотношении кислот 1 к 4. Приливаем в мерник 50 мл азотной кислоты и 200 мл соляной до 250. Переливаем получившуюся царскую водку к материалу и ждем старт реакции. Took me down. We need to walk some more.
40 минутами позднее перевод в раствор платины, а также остатков палладия закончены, и в нашей лабораторной работе объявляется вторая рекламная пауза на фильтрацию раствора. Также не лишним будет упомянуть, что кипячение сверх 40 минут подобного материала в царской водке приведет к переводу в раствор не только платины и палладия, но и солей титана, которые образуются при разложении титаната бария, из которого выполнены обкладки конденсаторов. И в свою очередь это очень сильно помешает при фильтрации. После фильтрации всех растворов на выходе имеем чуть меньше 1,5 литров нитрата палладия, 600 мл раствора хлороводородных кислот платины и палладия, и также отделенного от нитрата палладия хлорида серебра. И первым восстановленным до металлического состояния металлом сегодня будет серебро. Восстанавливать его из хлорида будем при помощи одноводного насыщенного раствора гидрозингидрата, разведенного 1 к 3 с дистиллированной водой. Включаем мешалку, включаем подогрев, включаем вращение. И прикапываем восстановитель. Восстановление серебра до металлического состояния закончено. Вот такое количество его получилось. И с ним мы уже встретимся после чистки и сушки на взвешивании. Ну а следующим номером нашей программы будет получение аммониевой соли платины, то есть хлорплатината аммония из ее царско-водочного раствора. Делать мы это будем путем добавления хлористого аммония в раствор на холодную. Наблюдается изменение цвета и образование кристаллов хлорплатината аммония. Trembling on the floor.
Выделение хлорплатината аммония из раствора закончено. Вот такое приличное его количество можно наблюдать на дне стакана. И также можно видеть достаточно правильный желтый цвет осадка, говорящий о том, что окклюзией из раствора было захвачено не так много примесей палладия. И в нашей лабораторной работе объявляется очередная рекламная пауза на фильтрацию раствора и отделение от него осадка хлорплатината аммония. В процессе фильтрации промывать осадок будем 10% раствором все того же хлористого аммония. После фильтрации осадка хлорплатината аммония растворы, в которых содержится нитрат палладия и хлорводородная кислота палладия, после вторичного растворения материалов царской водки можно объединить. Извлекать палладий из этого объединенного раствора мы будем чуть позже. А пока займемся восстановлением до металлического состояния второго из драгоценных металлов, а именно платины. Делать это будем при помощи все того же одноводного раствора гидрозин-гидрата, разведенного в соотношении 1 к 2 с дистиллированной водой. Раствор нагрет практически до кипения. Включаем мешалку. И по чуть-чуть прикапываем в восстановитель.
Восстановление платины до металлического состояния закончено. Вот такое количество мелкодисперсного осадка получилось. И с ним мы встретимся после чистки и сушки на взвешивании. Ну а теперь давайте помучаем третий из драгоценных металлов, коим у нас является палладий. И для начала давайте переведем кислый палладий-содержащий раствор в щелочную среду при помощи 25% водного раствора аммиака. При этом при изменении pH раствора в сторону щелочного на уровне 9-9,5 должен наступить ступенчатый гидролиз паразитных металлов, которые в виде нерастворимого осадка выпадут на дно стакана. А палладий и медь сформируют растворимые в воде аммиачные комплексы. Приливаем водный раствор аммиака. Переливать будем до изменения цвета раствора в сторону синего. Формирование аммиачного комплекса палладия закончено. Также pH раствора находится в районе 10,5, и как следствие видим наступление ступенчатого гидролиза, приведшее к взвешиванию в растворе нерастворимых гидроксидов паразитных металлов. И во время предпоследней рекламной паузы эти взвешенные в растворе нерастворимые гидроксиды паразитных металлов мы ловим на фильтре при фильтрации. Took me down. We need to watch more. Can you hear what I? Why can't we be? Раствор аммиачного комплекса отфильтрован, а на фильтре уловлены гидроокиси паразитных металлов. Вот такое немаленькое количество их получилось, и преимущественно здесь гидроокиси железа и титана. И теперь самое время переходить к двухэтапному выделению из аммиачного комплекса палладия палладозамина. Включаем вращение на магнитной мешалке. И начинаем приливать соляную кислоту.
Переливать будем до небольшого изменения цвета раствора. Можно наблюдать миграцию солей меди в растворе. И в этот раз попробуем остановиться с приливанием соляной кислоты в тот момент, когда уровень pH достигнет 6, а соли меди растворятся. Но при этом выделение дихлордиамин палладия или палладозамина еще не начнется. Ну вот и случился первый косячок, а именно мне не удалось отмерить точную дозировку соляной кислоты, и до полного растворения солей меди в растворе начал образовываться палладозамин, осадок которого можно наблюдать на дне стакана. Также можно видеть, что этот осадок имеет неправильный цвет, правильным цветом был бы оранжевый, и цвет этого осадка говорит о том, что при его образовании случилось такое явление, как окклюзия, то есть растущими кристаллами палладозамина были захвачены противоионы меди. Ну а также механический захват солей меди осадком палладозамина из раствора не будем исключать. Напомню, что реакция разбавления соляной кислотой является экзотермической, то есть идет с повышением температуры. Сейчас температура 40 градусов, и при выделении палладозамина мы не соблюли температурный режим. Ну и последним отрицательным моментом несоблюдения температурного режима является обратное растворение осадка палладозамина в горячем растворе, о чем можно судить по его цвету. Если его сейчас отфильтровать, он будет иметь хоть и не насыщенный, но характерный чайный цвет палладия. И, соответственно, извлечение из этого раствора палладия при помощи выделения палладозамина будет, мягко говоря, неполным. И для того, чтобы ликвидировать наш косячок, я уведу pH раствора обратно в сторону щелочного при помощи 25% раствора аммиака. При этом кристаллы палладозамина обратно растворятся. Ну, а соли меди, по идее, тоже должны раствориться. Но я думаю, что этого дожидаться мы не будем. И просто будем охлаждать раствор при наличии нерастворенных солей меди.
Ну вот, статус-кво вернули. pH раствора снова находится в районе 9. И раствор отправляется на охлаждение. Пока, правда, не знаю, как буду это делать, потому что в Питере за бортом 32 градуса. Ну, видимо, придется выдумать что-то типа водяной бани. За 2 часа в водяной бане раствор удалось охладить до температуры приблизительно 20 градусов. После этого в лабу подъехал лед, и я забросил его в стакан. И сейчас температура раствора составляет 12,5 градусов. При верхней нужной границе в 22. И очень сильно надеюсь, что уж теперь-то выделение палладозамина пройдет как по нотам. Начинаем снова приливать соляную кислоту. Одновременно будем контролировать температуру встроенным термометром у мешалки. Сейчас она равна 12,6 градуса. Собственно, вы все видели. Выделение палладозамина закончено. Вот такое приличное количество осадка получилось. На вид он несколько легче, чем в первый раз, но зато его гораздо больше. И также он имеет правильный оранжевый цвет. И также, судя по цвету раствора, остаточное содержание в нем палладия минимально. Сейчас за кадром я проведу аналогичную процедуру с этой частью раствора, который я был вынужден слить из большого стакана для того, чтобы поместить в него лед. И в нашей лабораторной работе объявляется последняя рекламная пауза на фильтрацию данных растворов и отделение осадка палладозамина. Растворы отфильтрованы, а на фильтре уловлен осадок палладозамина. И теперь в нашей лабораторной работе будем восстанавливать до металлического состояния
Третий и последний из драгоценных металлов, а именно палладий. Восстанавливать будем при помощи все того же набившего оскомину гидрозин-гидрата. Раствор подогрет до температуры приблизительно 60 градусов. Запускаем вращение на магнитной мешалке. И прикапываем восстановитель. Восстановление палладия до металлического состояния закончено. И давайте посмотрим на результат. Выключаем магнитную мешалку. И видим хорошо сформировавшийся осадок. И, в общем-то, его до хрена. Осадок этот достаточно легкий. Но вес, я думаю, все равно будет приличный. И с этим осадком встретимся уже после чистки и сушки на взвешивании. Can you hear what I? Why can't we be? We need to watch more. Ну и долгожданная финалочка. И первым отправляется на взвешивание первый же добытый в рамках сегодняшней лабораторной работы драгоценный металл — серебро. Результат 29,36 грамма. Вторым на взвешивание отправляется платина. Результат 5,19 грамма. Ну и последним взвесим добытый третий драгоценный металл
палладий. Результат 33,94 грамма. К сожалению, по причине закончившегося кислорода серебро сегодня является единственным сплавленным металлом, но торжественно обещаю, что в следующий раз и платину, и палладий мы также сплавим. Что можно сказать по поводу самой переработки? Если при извлечении серебра и платины все прошло как по маслу, то с палладием у нас случился некоторый косячок. Но этот косячок позволил воочию увидеть, что может случиться, если не соблюдать температурный режим при извлечении так называемой первой соли палладия или палладозамина. Ну и также впервые в моей практике был использован метод прямого охлаждения раствора льдом. И возможно в дальнейшем кто-нибудь использует этот метод как лайфхак. Также за рамки сегодняшней лабораторной работы выходит отработка хвостов по палладию. Но количество оставшегося ценного металла в них я оцениваю приблизительно в 3% или в числовом выражении около 1 грамма. Ну и подводя черту, не лишним будет упомянуть о пробности полученных металлов. При использовании метода по извлечению драгоценных металлов, показанного в рамках сегодняшней лабораторной работы, можно быть уверенным, что проба по серебру будет не ниже 990, по платине в районе 980-990, в примесях же здесь будет в основном палладий и немного меди. И по палладию проба будет в диапазоне 980-990, в примесях будет в основном медь. В последующих видео я обязательно покажу другие особо извращенные способы извлечения металлов платиновой группы, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!